Представьте, что у вас есть что-то, доставляющее вам неподдельно хорошие или не очень эмоции. Так вот, в этом видео этим чем-то стал новый сезон гонок. Привет, и в этом видео вы пройдете весь путь, все заезды, все ремонты машин и, конечно же, все неудачи, что и наши участники из команды Break Too Late Club. Кстати, вот они. Вообще, персонажей в нашей истории больше, но их появление не такое частое, так что о них я расскажу вам, когда придет время. Максим и Валера еще в прошлом сезоне купили старую BMW Z4, конечно же, для покатушек по треку. И, само собой разумеется, они всю зиму готовили ее к новому сезону. На ней будут происходить все наши основные приключения, первое из которых произошло в этом году и пришлось на зиму, на треке Бикернеки в городе Рига. Если быть честным, то нам не особо получилось поездить, потому что, ну вот. Еле-еле, но едем. Пошел. С открытым дифференциалом и на старой липучке получалось не очень прикольно. Нас обгоняли все, даже Жигули. Сволочи полноприводные. Ну там Жига нас боком догоняет. Просто такие боевые. Какой громкий. Видишь, сейчас так, как раньше было на всех машинах, без электрических и электронных помощников. Но, тем не менее, я вас уверяю, было очень весело. Тут видно, что без электронов. Да, пусто. Ну да, нравится видеть. И вот первый круг так вообще красиво. Задним колесом по бордюрчику. И меня как раз даже подтолкнуло вперед. О, бешеная панда. Вот тут я так красиво просто бампером. Вот примерно так, да? Вырулили. Здесь заходишь с широкой и пуляешь ее на внутреннее. Вот, это самый лучший пример. Ну круто! Да. Сейчас подивимся, как это можно не делить. Но вот во второй раз все было куда веселее и интереснее.
Но перед этим мы, собрав денег, пошли дорабатывать машину. Если мы опустим обычные вещи по типу вот этих, потому что подобные вещи за сезон меняются достаточное количество раз. Одних только колодок мы сошли 4 комплекта. Да, безусловно, мы пытались найти лучшие, но под конец все решилось достаточно логичным способом. Мы поставили большие диски. Но давайте будем откровенны, все это мелочь по сравнению с модификацией подвески. Максим и Валера приняли очень разумное решение поставить колы от ST серии XTA. К сожалению, без них просто не получится сделать спортивный развал колес. Только вот кто бы мог подумать, что уже на этом моменте проблем станет больше, чем ожидалось. В процессе выяснились такие вещи, как сайлент-блоки потрескались, сгнил задний подрамник, а ступичные подшипники были полудохлые. Ребят, привет, к Андрюхе заехал. Смотрите, очень крутая информация, что тут все живое. Тут Андрюха уже начал кое-что зачищать, там какой-то напыл минимальный от ржавчины. Ну и по факту, вот это вот мусор уже, потому что подрамник сгнил, подвеска туда же. Там вот эти все рычаги подрасхераченные. Это мы тоже, соответственно, меняем. С глушителем ничего не делаем. Единственное, вот эту вот штуку я заберу, почищу, да, и приведем в чувство. Вот это вот тоже все ко мне едет. Все это дело почистим, помоем аккуратненько. Вот, есть с карданом все хорошо. Тоже почистим, намоем. Это у нас лишние детали, потому что будут плавающие, да, и вот эти, ну, там просто ржавчина, да, и хлам. Подшипники в идеале поменять, потому что есть люфт, и на сезон не хватит. Тут все чисто красиво, помоем просто, да. Вот, это на, ну, чтобы все идеально сделать, да, это мы тогда на Аквабласт отдаем, да, чтобы это все почистить. И защиту ничего не будем делать, не красить ничего, потому что, ну, маленькие диски, да, смысла в этом нету. Вот, но это просто все аккуратно почистится. Какие-то элементы я потом покрашу порошком, у нас вот свой, это как бы будет все по себесу, да, дешевле, чем где-либо. Вот. Тут все разобрано в состоянии, тоже все неплохо. Это все мы тоже чистим, моем. Короче, 100% вырастет цена тачки, потому что ходовая просто новая будет. В этом большой плюс. Негативный момент в полуосях. Полуоси все под реставрацию. Вот тогда с Андреем придумаем тоже, как лучше поступить. Но, скорее всего, полностью закажется вот эта вот полуось. Так будет и выгоднее, и правильнее, да. А это уже левую не заказать. А тут просто вот эти элементы, да, сами как их... Как это, Андрюха? Сами гранаты, да, закажем новые. Вот, тут уже все выпрессовано, подготовлено все к новому. Ну, вот. Да, ну и тут, конечно, есть разные деталюшки. Так что обстановка неплохая, но как бы да, тут, как мы понимали, что бюджеты будут чуть другие, но в общем, зато будет ласточка, и она того 100% стоит. Я думаю, мне не стоит объяснять, сколько денег это все стоило, особенно когда было принято решение делать все качественно. Что-то бралось новое, а что-то не очень. Конечный результат всех обрадовал, и нам настроили подвеску. И вот на этом моменте я хочу представить вам еще одного нашего участника. Это Виталий, который по совместимости владелец салона Rigas Customs. К сожалению, из-за своей занятости он не смог полноценно участвовать в сезоне, но зато поучаствовал в не менее важной работе. Виталий очень сильно помог нам с поиском и установкой всего этого железа. Ну и наконец, после всех этих улучшений, мы можем перейти ко второму заезду в нашей истории и переместиться на трек 333, протестировать получившийся конфиг. По поводу водителя у тебя есть мнение? Видите, забыл, как оно бывает. Ты вообще на точку выхода смотришь? Да? Или только по канавам? Да, тут такая нужна резина, слушай, прямо стейковая. Начинаем смотреть на точку выхода. Становится сразу стрёмно. Точку выхода смотрим. О, сразу логика появилась в этом повороте, да? Что, уже все? Катались? Как-то быстро. Я только вспомнил, куда ехать. О, вот так. Ну вот, Видишь? классно. Нет. Как Плохо. нет? Классно, ты быстро прошел. Плохо. Ты Сигнализация совсем... сработала, задушила двигатель. Да? Да. Из-за этой херни? Да, колесо подпрыгнуло. Ну, ты чуть-чуть на
заехал. Но Какая разница, хватило? в следующий раз чуть меньше наезжай. Вообще не надо наезжать. Ну не надо наезжать, да. Точка выхода? Есть. Отлично. Попробуй сейчас правее. Режь туда. Зачем? Не надо туда. Почему? Потому что я вам приехать вот сюда вот теперь приехал. Вот сюда хочешь? Да. Ты нормально туда приедешь, не переживай. Меня вынесет на дорожку. Быстро едь. Ах ты черт. Ну, был бы такой неплохой круг. был бы. Там сзади Кубаха прессовала все это время. Да? На зимней? 2 круга. Да, на тебе. Третья скорость твою еще надо, да? Да, если хорошо выйти напрямую, то нужно. Нет, тут не нужна. Желательно нужна. Понятно. Да она вообще неуправляемая. Спокойнее, едь первый же круг, я первый бабай. А ее просто понесло, я даже ничего не делал. Ты третью зачем пробовал? Вот оно в чем дело, да? Вот ты вот этого не хотел. Вообще не хотел. А! Спасли. А здесь третья. Нет, это херня, как получается? Это неправильно сделано. Надо твою пробовать тактику. Не попробуй. В следующий раз. Ну, в следующий раз. Быстро. И что здесь? Поздно уже. А что надо было делать? Надо было раньше, больше поворачивать и раньше начинать разгоняться. А, А ты быстро проехал этот последний поворот. Соответственно, ты вот эту дугу ты ее выпрямлял и тормозил все время. да. А надо было уже разгоняться на этой дуге. Нет, Нет. еще медленнее надо. Вот оно, вот оно. Нет. Не оно. Вообще не оно. Да ладно, смотри. Вообще не оно. Сотка. Пофигу. А как ты хочешь? Здесь рассказывай, Вот Макс. сюда вот левее, потом здесь вот этот пол максимально пологий. Он практически без пол проходится. Если хорошо там зайти. Куда ты забрался? Так, не смотри на него. Вот тебе Николай рассказывал. Так. Вот ты сейчас хочешь прижаться правее, да? Да. У меня здесь получился более пологий выход. У тебя прямая больше была, да? Сгоняться чуть раньше начал. Это был твой худший круг. Лучший? Худший сейчас был круг, 1.19. Вот сейчас ты классно прошел. Да. Тормози. Поздно, мне кажется. О, класс. Идеально. Выпрямляемся. Точку выхода смотрим. Есть. Шикарно. Опять точку выхода. Шикарно. Давай попробуем сейчас распрямиться. Держимся правее. Сюда тормозим и распрямляем. Ну как там по спидометру? Ну, по ощущениям было быстро. Хорошо, да. Ну тут предсказание, что будет твой лучший круг сейчас. Стабилизация срабатывает. Неправильно выйти. 17:45. Ну не самое. Неплохо разгоняется. Сотка. Главное, чтобы мотор не душило. А мы ДСЦ выключили?
О, вот она раскрылась. Ласточка. Весь потенциал. Так, диктуй как. Что? Здесь едем. Тормози больше. Как можно ближе сюда. Еще. Вот здесь разгоняемся. Чтобы вот это вот была прямая. Вот это вот была. Вот прямая. Вот там 1.16. 1.16, да? В общем, мы чутка покатались. Макс, ты доволен? Ой, Я доволен машиной. я Покрышками доволен. я недоволен. Но покрышки так себе. Тормозилки. Сзади старые тормозилки. Они чутка перегревались, а вот спереди перед вообще отлично работает. С голубыми колодочками. Шикарненько вообще. Весь диск протерся. Мы думали, она так особо тормозить не будет. Но вот покрышки, конечно, подвели. Такая вот штелла у нас появилась. Это мой первый круг на зимних покрышках. Четко прилет в конус, вылет с трассы. Ну, в общем, все как полагается. Но зато я поставил рекорд 1.16 с половиной. У Макса 1.17.01. Накатались! Поверьте мне на слово, машина вела себя куда более собранно и управлялась точнее. Правда, есть один нюанс. Она была на зимней резине. После этого прикольчика с зимними шинами мы все-таки решили ее поменять на нормальную. И вот уже на дворе 26 апреля. А это значит, что пора ехать на открытие сезона на бикернике. К сожалению, Макс не смог приехать, поэтому был только Валера. Но это не помешало получить позитивные эмоции и открыть в нашей истории еще одного персонажа. Но об этом чуть-чуть попозже. Сейчас едем без АБС, без системы стабилизации. Помолимся. Попробуем аккуратно ехать. Аккуратно тормозить. Смотреть, что будет с машиной. Как будет вести себя двигатель. Появилась мощность. И машину сразу занесло. Моментально занесло машину. Без стабилизации. Мощность появилась. Но я так больше не хочу. Очень опасно, конечно, так ехать. Да, такие скорости без АБС, конечно, нереально. Сейчас я затормозил довольно хорошо. Вроде пока двигатель работает нормально. Очень неплохо залетели на горочку. 120 плюс вроде было. Ой, как мы лениво поворачиваем без газа. Чуть-чуть заносик произошел. Поздновато оттормозился. Что-то они даже от меня отстать не могут. Странно. Так, еще один готов. Что-то с покрышечками поменялась ситуация и как будто плывут немножко. Не едет, все, перестала машина ехать. Нет газа, нет мощности. А, это я пятую воткнул вместо третьей. Ну, понятно. Машина, конечно, едет очень кайфово. Вообще другая машина. Постоянно мигает какая-то херня. Можно практически не тормозить теперь, она очень хорошо идет. Очень хорошо стоит, ну, потрясающе. Вот этот поворот я не научился проходить. Ну давай, едь уже. Гоняйся, пожалуйста. В нашем заключительном заезде мы знакомимся с новым человеком в нашей истории. Это Николай, и он известный гонщик, которого часто приглашают на трек-дни для того, чтобы он помогал начинающим гонщикам развиваться и не размотаться. Добро пожаловать на борт нашего корабля. Опять видеозапись идет, да? Турборежим включил? Да. Турбину, да? Все.
То есть ты не говоришь, что у тебя турбина есть, да? Закись азота тоже отключил? Это Баллон? секрет. А это секрет, что закись азота у тебя стоит, да? Вот ты начинай плавно и продолжай это руление. Продолжай рулить. А ты потом еще вот здесь подруливаешь, понимаешь меня? Да. А ты до апекса продолжай чуть-чуть. Если не вписываешься, то ты до апекса лучше продолжи. А ты в одно, потом едешь, потом еще продолжаешь. Ага. Вот мне надо. Ты опять его бросаешь. Тогда перегазовки учись. Да, надо выучиться будет. Рано влетаешь. Не посмотрел в поворот. Ты начинаешь поворачивать руль, а взгляд не перевел. Поворачивай. Вот, распускай теперь. Вау. Понял. Ты вот чуть-чуть вот, Чуть-чуть, то есть да. плавно начал, но продолжи. Понимаешь меня? Но я понимаю, что ты ездишь как лошара на автомате все время, да? И раз в год на механику, и ты ее начинаешь дрочить, да? Ты мягко, как с членом, понимаешь? Так, сейчас мы едем Вот чуть-чуть притормози, дольше. да? И внутрь конус, видишь? На конус есть. Да. Вот, видишь, как получается И пацан? разгрузил перед. Да, ты на конус не попадаешь. Ну, видишь, тут мы сейчас не говорим о траектории. Ты сейчас немножко еще то, что я тогда говорил, у тебя до сих пор это осталось. Ты до сих пор пытаешься ехать, как ты хочешь. Да, есть такое. Надо ехать, как машина хочет. Поэтому должен ты просто чувствовать, что она хочет. А ты сейчас еще хочешь... Ну, знаешь, это есть такой синдром, знаешь, нагоняться хочется, да? Да. Да, как я говорю. И поэтому я как бы пока снисходительно, да? Но когда ты уже поедешь там, ну, долго, да, скажем так, и все равно это будешь делать, да? Да. Ну, тогда это жопа, понимаешь меня? Уже так не должно быть. Как вы уже заметили, у нас выяснилась одна проблемка. Постоянно срабатывала стабилизация, которая душит двигатель и не дает ему работать на полную. Проблему мы искали достаточно долго. Мы подключали диагностику, тестировали датчики, ну а кто же мог подумать, что проблема на самом деле была настолько смешной. Одна из покрышек просто была более новой модели. По итогу мы заменили покрышку и уже 12 мая поехали тестить машину на бикерниках, но уже по-серьезному. Так, что, машинка? Давай вспоминать, как ездить. Херня какая-то, не надо. Давай, что, не обижайте. Ой-ой-ой, не видно. Так, опять какой-то чесночок. И вообще совести нет. Все отгоняют. Маленькую Z4. Хочется побольше мощности. Врубил третью. Может быть, даже зря. О, мощность появилась. Прикольно. Что радует. Отлично залетели на 130. Полетели на 140. Попробуем затормозить сильнее и на газе выйти. Вроде получилось. Мощность появилась. Чуть-чуть заносик произошел. Поздновато оттормозился. На третий хорошо заскочили. Да, без ДСЦ, конечно, здесь нереально работать. Шикарно. Шикарно прошли.
Да, безусловно, стаба теперь работает нормально, но вот без тормозов гона как будто бы не будет. Поэтому мы в быстром темпе поставили новые колодки. И если быть честным, моментами задалбывает один и тот же трек. Поэтому 18 мая мы решили на день перебраться в соседнюю страну, а именно в Эстонию, на Porsche Ring. Брались? Выезжаем. Камера, экшен. Наказывай этого черного. Пацаны сказали 200 надо здесь поворотить. Подожди, прикатаемся. О, как мы хорошо уехали. Нет, тормозим. Вау. Да мы так хорошо заскользнули. Я так помахнулся. Интересно. А зачем ты так ее сильно здесь закручиваешь? Ну, потому что не вижу я правильной точки выхода. А, Понимаю. не видно? Ай, блин. Вообще фигня. Это было мимо, да. Опять Опять мимо. мы в газонокосилку играем. Не тормозит, да? Как-то не очень. Шире. О, еще газу. Ой-ой-ой, поршик слетел. Все, да? Ты видишь? Да, клетчатая, Там уже остываем. был. Блин, лучший круг тебе испортили. Да ладно. О, как его мотает. Он, наверное, без ДСЦ. Я думаю, в те времена не было ДСЦ. Ну, кто-то фишки размотал. Хорошо, если АБС был. Попробуй шире здесь идти. Еще туда шире. О, вот так вот. Все. Не надо шире. Зато ты видишь, как ты шел? Плохо. Мне не понравилось. Да. Опа. О, тормози. С конусом. Меган. О, они пропускают этот турбовый Porsche. Сейчас мы его после этого локтя пропустим. Да ладно. Тут пропускать кого-то я бы не стал. Там, блин, В бочину он могут прям прилететь. бампер. Ну, наверное, ты прав, да. Надо поаккуратнее. Надо было пройти локоть и потом пропускать. Ну вот она, пошла жара. О, красота. Бонус на месте, все в порядке. Макс взялся за дело, я чувствую. Гоняет. Или мы будем мешаться маршрут. Догоняй его. Воу-воу-воу, поздно затормозили. Здесь как-то так не пристреляться. Тормоза как-то не очень тормоза. Закручиваем. Распрямляемся. Шикарно. Давайте, отгоняйте еще. Скромно так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, ну вообще, 2 поворота запорол. Слушай, мне прямо повезло, ни с кем не толкаюсь. Да, вообще хорошо. Едем спокойно себе. Как бы по идее, да, на второй будет быстрее, если прям все хорошо и правильно сделать. Фу. Что не так? Новые колодки продержались всего 4 сессии. Прокатился. Показываю, что у нас за ситуация. Тут вот, если видно, идет дым. Не знаю, я вижу. Ну, такой дым.
530. И так все колеса. Пипец. Я спалил тачку. Но есть и положительный опыт. Мы покатались на арендованной GT86. Кстати, едет она примерно на уровне нашей Z-ки. У тебя сейчас 3 быстрых. Да. Ну, тормозит неплохо. Я чуть телефон не выронил. Что-то тормозит, да. Не, на задке, мне кажется, мы даже повеселее едем. Тормозули здесь кайфовые. Находишь? Тормоза, да, хорошая. Блин, мощь есть, вот это радует. О, красавица. Блин, вообще другие ощущения. Тихо, тихо, тихо. Дима пытается оторваться, я чувствую. У него пока получается. Ну, странно. Все. Yes. Неплохо. Если к идеальному кругу. О, видишь, рано начал тормозить, и все хорошо стало. А что-то вот это полотно не забрал сбоку. А зачем? Там нет такой скорости, что там выносимой. Она разгоняться будет быстрее, да СЦ не будет. Не душит. Мне показалось, что душит. Давай делаем замах. И толкаемся. О, она идет быстрее. 110. Так. 130. Ну и вот она скорость. Ты по газу едешь на полном? Да. Блин, она вообще стоит как вкопанная. В прошлом году так не стояла. Яриса будем наказывать. Как неожиданно и приятно. Так, никого не пропускай, это наш лучший круг сейчас будет. Много. Очень много. Проверяем. Все, финишный. Это он, Макс, давай. Блин. Чуть-чуть не хватило до 100. Встываем. Да? Пора догонять. Очень тормозит, да. Тормозит не очень, да. Ну, поздно начал тормозить. Да, запаса много. Да, есть. Очень даже неплохо. Слышишь звук? Да. Что это такое? Не знаю.
Следующий этап был 22 мая. Мы опять заменили колодки, и Валера поехал на суперлапс на бикерниках. В этот день шел дождь, было очень страшно и скользко, но, к сожалению, из всех гонок записалось только вот это. Да, скользко. Машинка бочком пошла. Что там болтается сзади? На задней полке что-то метается вправо-влево. Что-то мы там забыли выложить. Наверное, Макса камера какая-то или что там. Да, это какая-то тренога. Надеюсь, она в башку мне не прилетит, эта тренога. Не хочется мне гонять, конечно, по такой погоде. Неприятное ощущение. Бетон, асфальт, пыль, дождь. Все это наливает какую-то неприятную такую. Держись, машинка. Молодец. О, прилетела тренога. Прямо мне под локоть. А где все? Чего никто не едет? Почему меня никто не обгоняет? Ой-ой-ой-ой-ой. Товарищ господин начальник. Как вы предлагаете здесь гонять? Промахнулись. О, колодкам хана. Все понятно. Так, надо попадать в скорость. Включаем вторую. Просто отталкиваемся. Ой-ой-ой-ой. Машинка молодец. О, мы кого-то догоняем. Это, кстати, неплохой знак. Кого-то догнать — это приятно. Зато у нас был оператор Георгий, который поделился ценными кадрами. Ну вас нахер, чтобы я еще раз так поехал. У меня чуть сердце не остановилось 2 раза. Да там просто лужи, и машина просто плывет, ну 0 реакции на что-либо. А тебе поворачивать пора. Блин, это вообще была жопа. Ничего не понимаю. Ой, нельзя ручник. Макс, извини. А капец, красным флагом машут. Слушай, я еду, я финиш не заметил. Еду, они начинают мне красным махать. Но я вижу красный, ну ладно. Проехал 2 красных, опять красных нету. Я такой, наверное, можно гонять. Начал лупить, в общем, еду, выезжаю. Опять здесь выезжаю, смотрю в конце, там вдалеке красный. Я думаю, что они опять красный мне показывают? Блин, подъехал, остановился, они говорят, чувак, гонка давно закончилась, завязывай. Еще неделю назад, да? Да, ты что тут катаешь, в общем? Ну, в общем, непонятно, я как-то не заметил финиш. И катался себе еще пару кругов. В общем, финиш был, и я его не видел. Еще не подраскатались, не нагрелись. Да, это какая-то тренога. Надеюсь, она в башку мне не прилетит, эта тренога. Вот здесь вот типа опасно. Вот, АТЦ начал работать. Да, опасный период. Поворотик особенно.
мокрое время. Надо чуть-чуть притормаживать перед ним. Блин, не хочется мне гонять, конечно, по такой погоде. Неприятное ощущение. Бетон, асфальт, пыль, дождь. Все это навевает какую-то неприятную такую. Держись, машинка. Молодец. По-моему, на сотке залетели. О, какой-то держак есть небольшой. Вот такой. О, прилетела тренога. Прямо мне под локоть. Залупила. Кинул ее на пол под огнетушитель. Ну что тут можно сказать? Несет тачку конкретно. Я только что плыл бочком. Плавание бочком. Перегазовочка не получилась. Боковое плавание. А где все? Чего никто не едет? Почему меня никто не обгоняет? Ну я прямо кайфанул. Ты выжил. Я просто сделал лучшее время. Я просто на кураже там залетал везде. Это было очень круто. Я не ссал. Я делал гонки. Это войдет в историю, ребята. Прекрасные 4 буквы. Лето. Самый теплый сезон в нашей стране. И хотелось уже 2 июня сразу поехать на тренировку. Но куда же без нюансов? У нас опять закончились тормозные колодки. В этот раз мы решили изменить ситуацию и поставить большие тормозные диски и суппорта. Улучшив тормоза на передней оси, мы выдвинулись на наш уже обычный трек Бикерники, где Валера даже поставил свой личный рекорд этого сезона. Красиво. Газом. Странно почему. До этого так... ДСЦ. Ой. Ой, синенькая машинка чуть не улетела. Бетончика. Ну что ж, время не самое лучшее, но зато какая гонка. Блин, опять тормоза подвели. Ёбаный в рот. Можешь показывай. Но я и, конечно, сейчас херачил под сраку по полной. По тормозам. Не знаю, что там от них осталось, но воняет тормозами уже даже в салоне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу. Чуть не запрессовали нас и сзади, и спереди. Посмотрим, в какое там состояние трека. Будем надеяться, Ну, потому что там... сейчас смотрю. Да, но мне не нравится, я тебе покажу. Там есть места, сейчас пыльца, Да. и ты будешь наезжать, где там была лужа, Ага, и будет как каток, да? а там как каток. Поэтому просто я хочу визуально посмотреть, чтобы тебе заодно сказать. Да. Не надо уступать, едь как едешь. Пускай не обгоняет. Я пока еще греюсь. Да, это не проблема. Эти газовки еще не освоены, Не да? получается, да. Не получается или не пробовали? Нет, я пробую, но как-то так, не очень. Ну тебе... Здесь плохо ты едешь. Плохо? Этот поворот плохо. Проедьте чуть-чуть. Вперед Конус, дальше. поверни, едь до конуса, еще. Вот здесь, видишь, как у тебя есть спускать. Ты не отрабатываешь апекс. Апекс бери. Да, вот, чтобы здесь было распускать.
Понимаешь, скажем так, а ты его не взял, Апекс, он же размеченный здесь. И тебя выносит наружу, и ты там начинаешь подруливать. А скорость большая уже. Это тебя не будет выносить. Ты чувствуешь, ты, опа, тебя не выносит уже. То есть ты сам тебя распускаешь. О, желтый флаг. Кто-то влетел, вон, смотри, в бетон. Видишь, как прямо пошел? Ну вот я говорю, что этот поворот опасный. Да, он такой с корочкой его там подкидывает. Да. То есть если есть поворот, то весь его облизывает до конца. Сильнее. В поворотах не тормозим, то есть тормозим напрямую. Лучше на прямом затормози, снизь скорость. Здесь нормально у тебя. Внутрь, лежи, облизывай этот Апекс. Вот, да? Видишь? Значит, надо чуть дальше проехать. Вот внутрь. Вот, теперь распускай. Вот это у тебя получается. Да. Потому что, видишь, ты немножко используешь конус, а конус не надо использовать как инструмент. Конус — это ориентир всего лишь. Вот смотри, вот возьми этот конус, да, и едь внутрь. Сильно, сильнее внутрь. Сильнее, вот отсюда, да. Вот тогда, видишь, тебе нету где... Остается запас, по-моему. Вот за много взял. Надо начало плавнее выдавать, понимаешь, скажем так. А ты сразу много, а потом вот тебе надо отворачивать. Если ты уйдешь за быстро, и там еще ты поворачиваешь, а у тебя вообще шансов нет. Если тебя сейчас сорвет, у тебя же нет шансов задосить это. Нет, только в гравий. Да, ну так а зачем ты это все, зоны... Хотя, заметь, когда ты правильно проходишь со спусканием, машина прям ускоряется. Да, намного А у тебя лучше. получается, что ты здесь тормозишь. Надо сбрасывать в повороте. О, красавцы, вот сейчас была бы тема, блин. Толпа какая-то неприятная собралась. Камешки. Давай, машинка. Едь. Ебучие тормоза. Слышали такую историю? Давай, Глебка. Порти мне время. Тормози. Чуть-чуть не затормозил, Глебка сразу ушел. А чё не едем? Чё все встали? Здесь что? Зона парковки? Ребята, я без тормозов, так что вы сами как-то тут, раз это самое. Что за херня? Непонятно. Тормози! Все, это перегрев. Итак, машинки движутся. Макс атакует. Вот и он. Шикарный вылет. Потрясающие амбиентные желтые фары. Слышно, что покрышки еще не прогрелись. Ой, как пропустил! Ой-ой-ой!
повороте. В дуге в той. машинка. Разгоняйся. Сколько там у тебя тысяч лошадей? Вибрирует одно колесо, наверное, расхерачил на поребриках. Спокойненько так залетаем. Новые тормоза показались отлично, и вот прям сразу 9 июня мы отправились на очередную тренировку, но так как мы живем в Латвии, лето неожиданно приостановило свое существование и пошел дождь. Что-то нагревочный круг как-то пропустил. Ух, это было, блин, близко.
Ай-яй-яй-яй-яй. Максим Петрович. Так хорошо до этого заходил в уголки, а теперь промахнулся. Ну, конечно, не так, как вот этот товарищ, но промахнулся. Так, себе гонки. Нет, стрёмно. Уже ехать надо. Сюда держаться. Опа. Лифтик. Спасибо, стабилизация выручила. Это страшно. Шанс не делать. Да, закрученный тут поворотик. Ну и как она затормозит, по-вашему, или нет? Что-то тормозит даже. О, мы кого-то даже догоняем. Но я думаю, скорее нас кто-то догонит, чем мы кого-то догоним. Гравий? Не, нормально. Без гравия. Давайте, ребята. Едьте побеждать. Я пока здесь толкаться не буду с вами. Я думал, сейчас у меня рекордик будет, а меня напугали. Оранжевый для торможения. И ничего нету. Я как-то не разглядел. Вот чуть-чуть меня подразмотало. Поздно начал поворот. Надо раньше здесь. Прикольно его унесло. Недолго он разминался. Херак и все. Можно сказать, что сухая. Ты заставил меня испортить круг. Сейчас мы будем тебя догонять. И наказывать. Ауди у тебя. Где взял машину? Откуда деньги накопил? Давай сейчас догоню, все расскажешь. Так, а теперь мы сделаем красиво. Вылетел? Неожиданно вылетел. Слава богу, что там была не земля, а нормальное покрытие твердое. Комментарий. Ну вы психи вообще, как можно ехать по такой дороге. Просто жесть. Они еще делали это под ливнем, под дождем. У меня хоть нормально было видно, у них вообще не было видно. И постоянно вот так вот себя носит, перекладывает, разворачивает, разматывает. Блин, нет комментариев.
близко. Держись, машинка. Не надо АБС. Давай, разгоняйся. У нас сейчас хорошее время может быть. Ох уж этот ДСЦ. Блин, было 2.14. Всю малину испортил. Ай-яй-яй-яй-яй. Тормозить мы вообще будем? Не торможение, а какое-то скольжение в замедленном формате. Ой-ой-ой, боюсь я этот гравий. Так, здесь я уже залезал. Сюда мы уже однажды залетали. Шикарненько. Хорошо пролетели. Плавненько. Шикарненько вообще. Это было красиво. Да, что тут за ямы? Только не ДСЦ. Аккуратненько, плавненько. Давай, детка, давай. Лупим. Е, 2.14. Финиш. Ну что ж, из-за праздников спустя почти месяц, а именно 3 июля, ребята выбрались на трек, где впервые за сезон Виталий протестировал машину, над которой тоже работал. Все, Виталик поехал подождать. Сейчас его там Николай подцепит. И будет дело. Закрывай окна. Окна закрывай. Не спеши. Треки? И эти точки размазаны. То есть это не конкретная точка входа, это как бы примерно, да, чтобы не ошибаться. Точка торможения, тормозим на прямых колесах. Направо, до конуса. Теперь потом внутрь. Следующий конус, видишь, да? Разгрузка, да? Конус, вот. Тормозить, не тормозим, я тебе говорил. Не тормози в поворотах. Не пытайся даже, чтобы я не видел этого. Новый привод мой. Пропускай.
пускай. Не тормози в повороте, еще раз говорю, не получится. Я вроде на прямых, не? Ну да, не. Не спеши, сейчас немножко есть стресс, потому что они как бы там. Сейчас дождик, сейчас, я думаю, быстро скорость можно ставить. Ну так, уже немножко так смотрит, но все равно. Здесь же все включено, правильно? Надеюсь. Тормози. Ты видишь, я говорю, в поворотах нельзя. После финиша сбрасывай, ты сейчас отличишься, да. После финиша глупо, да? В случае подруги не должно быть. Притормозил, отпустил, перешел. Хоп, и сразу как бы у меня на входе, пускай на входе будет нагрузка, но не на выходе. Да, понимаю. Это будет безопасно всегда. И плавно, видишь, я сейчас плавно пошел в занос. Да. Видишь, красиво подрулил. То есть просто ты можешь плавно это делать. Оп, и сразу распускает, и сразу задушиваешь. Ты еще покатался в этом плане. Я попробую. Так прям с натяжкой, да, красиво. То есть, вот, чтобы ты понял вот эту, как бы, ее же нельзя объяснить, что так вот это именно так улица задом. И я тебе показал, что и перегазовки можно, все можно. Да, у нас с перегазовками пока... Ну да, но я просто потому, что это, ты же видел, это вообще нет у меня на входе проблем. Так. То есть, ты видишь, расслабон какой, ну как бы, что я не напрягаю. То есть, можно еще быстрее, но проблема-то, ну... Да. Здесь просто тормози на прямых. А, не, машина, да? Окей. Ты должен смотреть вот здесь вот на выход. Видишь, край покрышек? Да. Вот край, вот сюда вот. О, Дима. Книжки нет. Ё-моё, вы еще без кондишки? Конечно. У тебя туда, у тебя она не тормозит. Места мало. Нет, Вставал. все равно ты должен это кого-то пропустить. Ты должен найти, скажем так, эту динамику тормозов. Понимаешь меня? Ох ты. А, ну все, вот он сейчас уже отличится у нас. Ай-яй-яй-яй, Глеб, куда ж ты поехал? Он не слышал меня тогда. Он думает, Горячий парень. он думает, что езда это, как тебе сказать, игрушки для него. Пусти тех, они тебя давят немножко на тебя. Что да? Ну, имеется в виду морально давят, пускай лучше едет. Ты начинаешь такой сжатый быть, понимаешь меня? Здесь щелкал, уже пролетел. Видишь, не можешь спустить машину. Под конец, пацан. Да. Не додавливаешь. Сильнее на тормоз? Да, сильнее додавливать надо. А мне кажется, что он уже пробуксовывать начинает. Не, у тебя же АБС есть. Да. У тебя по педали не бьет? Такое чувство, что он там сопротивляется. Ну да, ну просто как бы немножко. Я бросил, да? Ну да, ты опять как бы в последний. Понимаешь, ты можешь сцепление в последний момент отпускать, но не передачу. Вот это настоящая гоночная машина. Это да. Вот сейчас здесь поворачивай, да. Внутрь прям едь. Вот. Теперь ты достиг предела внутреннего. Понимаешь, скажем так? Зеня. Ну, успевай, Зеня. Вот. Сейчас почти коснулся. Ну, то есть, видишь, сколько у тебя еще там места получается? Здесь тормози. Заходи отсюда пошел. Внутрь. Да. Видишь, как можно сразу? Сколько ты метров сэкономил? А здесь ты проехался поздно. Потому что можно было раньше, но плавнее улить. У меня как бы просто бам, нажал и все было, да. Ну ты видишь, как бы ты сам, ты как бы вроде до последнего, оп, а у тебя нету этой модуляции, потому что ты как бы нажал, а она, ну реально нету модуляции. А здесь ты когда давишь, ты видишь уже, ты можешь сильнее, да, или как бы, ну то есть если ты можешь длину тормозного пути регулировать, а там ты должен играть уже в лотерею, типа попаду в эту длину, не попаду, понимаешь, скажем так. А это немножко как бы, как тебе сказать, это сложнее всегда. Когда тормоза под твоим контролем, ну когда ты модулируешь длину тормозного, а там ты просто
тебе надо ее рассчитывать, типа она вот такая и все, потому что ты бьешь ее в этом месте. Это тоже хорошо. Неплохо. Неплохо. Давай. Ну и что происходит? Притормози здесь надо. Тебя можно плужить. Там надо притормаживать. Ты должен чуть притормозить, чтобы опять загрузить молоду и сразу на газ перейти. Иначе ты потом не сможешь ее поставить. Держи, сбрось туда чуть-чуть. Чтобы ты не боялся, да? Поворачивай и добавляй газу. Но и руль не подкручивай. Тормози, например, колеса. Сильнее дави. Вот, видишь, она как бы вцепляется. Ну тоже полетела. Потому что ты не успеваешь здесь посмотреть. Да? То есть, грубо говоря, я сейчас тебе добавил скорости в том повороте, но у тебя не хватает координации еще посмотреть. Чтобы это использовать. Да, ну видишь, я еще перегазовки делаю, поэтому у меня получается проще. А ты включаешь в последний момент, и поэтому у тебя морда разгружается. Так. Да? Ну ты пошел. Сильнее внутрь. Во! Вот сейчас правильно взял. Видишь, запас появился? Да. Она прям так подпрыгивает красиво тогда. Нет, ну это совсем другое дело. Давай, сильнее, дави. Смотри на вход. Смотри, во, наконец-то посмотрел. Газу, сильнее дай. Да, ну наверное, с третьей. Ну все равно, как бы, четвертый. Едь на четвертый. Ну как бы. Тебе еще это, как бы, видишь, когда ты не переключаешься, ты хотя бы можешь попасть. Да. Тормози. И рано вошел. Не получится. Тут надо и баланс, и траектория, поэтому как бы это не так просто. Тормози. Отпускай. Ой, газ сразу пошел, да? Здесь. Оп, поворачивай, жди. Она легла и теперь газ добавляет. Видишь, она тогда заруливается. То есть не надо сразу, то есть надо подождать немножко. Сильнее тормози. Газ. Хотя бы газом отработай здесь. Притормози. Вот летай. Ты летаешь, вот поворот, это опасно. Потом у тебя здесь, ну как. А здесь как тогда? Ты должен там всегда, перед поворотом ты должен нажать на тормоз. Да. А ты не нажимаешь на тормоз. Ты газ сбрасываешь как бы. После того, как Николай объяснил всем, что ездить тут особо никто и не умеет, 17 июля Максим приехал на Суперлапс уже с новыми знаниями и с улучшенными задними тормозами. Как результат, в этот раз он уже поставил свой личный рекорд за сезон, даже несмотря на дождь. Давайте, хреначьте. Главное, потом под ногами не путайтесь, когда я вас догоню. Ну вот, можно попробовать купить что-нибудь отдельного. Перебор.
плоскими руками. Надо беречь лобовуху. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опять прилетел где-то камушек. Блин. Спасибо. Да, и меня пропускаешь. Спасибо. Помнишь, камешки там были, да? Вот они. Нет, плохо видно, да, вот так хорошо видно. В общем, не пробил. Последний месяц лета, август, в котором было 3 трек-дня, первый из которых прошел 7 августа на все том же треке. Здесь народу сегодня собралось. Вроде, да, первым заездом было поменьше.
типа поехали. Интересный звук, конечно. Да, тормозули надо так ходить к ним нервно. Машинки спереди мешаются. Так, как обогнать Мерседес? Есть идея? Что-то не то с колесом. Что-то не то с машиной. Походу машинка поломалась. А где Макс? Не знаю, он пока ушел, я проморгал. Все нормально? А что случилось? А можешь сесть послушать, а то я не врубаю, что это может быть. На трассе вообще вибрации, как будто колесо сейчас оторвет. Так у тебя, может, там покрышка развалилась? Надо посмотреть, давай, остановись. А тебе где меня будет рисовать, да? Ну ладно. Да? Что это было? Нечаянно. А что туда? Я как-то пролетел мимо. Неправильно. И тут все неправильно. Ну, типа поехали. Интересный звук, конечно. Да, тормозули надо так ходить к ним нервно. Тормозулем. Что
Что случилось? Почему желтый флаг? Интересный звук, конечно. Всякие звуки интересные. Машинки спереди мешаются. 13 августа. Валере в этот день не повезло, машина подлетела на горке и оторвала подушки двигателя. Он упал на лапы и стал издавать страшные звуки, поэтому мы досрочно закончили гонку. В сервисе выяснилось, что из 4 подушек целая осталась всего одна единственная. Но наши ребята не поникли, все починили, и уже 21 августа Валера поехал на бикернике на Суперлапс. Пошел, поехал. Давай, удачи. Этот самый резину я тебе давление поставил. Сколько? 2 для начала. А, сейчас 2, холодная? Да. Блин. Ну Так ладно. что разогревайся. Нет. Так, ну поедем потихоньку. Что-то пока мне, конечно, чутка боязно. Змейку прошел на спокойном, тогда 3-й. Мне понравилось. Сзади какая-то машинка едет. Ну что ты? Не смогла затормозить, пропустил Апекс. Ну что там по крышечке нагрелись, какие ставки? Можно уже закладывать? Как вы думаете? Ой. Брали бы, тут какое-то препятствие валяется. Апекс не заложить. Ой-ой-ой-ой-ой. Иван Михайлович. Да ж надо было так промахнуться. Чуть в зеленку не улетел. Да что ж такое? Походу колесики нагрелись, стали круглыми и пропал зацеп. Зацепик пропал. Ну и рекорды вместе с ним тоже пропали. Как же без зацепа? Без зацепа нет рекорда. Вон, смотрите, как гольфик на рекорд пошел. Молодец. Что тут скажешь? Неплохо. Залетели. Смотрим глазками, где выход. Находим его. И выходим. Бочком, правда, получилось выйти. Нехорошо это. Как будто жидкость вскипела. Тормозная. И как бы... Ну, вскипела она. Ватная стала. Что тут можно добавить? Тут ничего... О, нифига себе, у меня запас был. Вы видели? Я вышел как красиво. А можно я еще где-нибудь так красиво выйду? Ой, на что-то наехал. Надеюсь, это не чья-то фара. Ой, промахнулся. Но ничего. Сейчас будем исправляться. И как же нам тут исправиться? Опять промахнулся. Так, гольф, будем надеяться, что... О, тормоза откуда-то появились. Педаль стала твердая. Что произошло? Сзади едет какой-то желтый объект. А мы плохо.
Начинаем разогреваться. Потихонечку. Что там у вас? Что тормозите так рано? Чуть не разбомбили сейчас в жопу. Volkswagen. О, Volkswagen готов. Это свифтик спортивный, походу. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж я так поздноватенько начал тормозить. Вот какая красота здесь у нас. Спасибо тебе, стабилизация, но я скинул до 90. Она меня спасла, но, к сожалению, я потерял набор скорости. И вот это я прыгнул сейчас нормально. Нормально, на третьей пролетели, на сотке вообще по красоте. Ну что ж, загревочный прошел, покатили. Надо смотреть вдаль, Валера. Все будет получаться. На соточке, так сказать, столичные траектории. О, это было лучше уже. Не сбавлять темп, не сдаваться. Чуть-чуть не соточка, конечно, но зато и газон не покосили. Вот так вот. И соточку давай мне. Соточка есть, но с ошибочкой. Ну что поделать. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая досадная ошибка. Похоже, что Ярис это заслужил. Гонка прошла успешно, на удивление ничего даже не сломалось, поэтому Максим и Валера сразу же, через 4 дня после суперлапса, поехали на тренировку на бикерниках. Включено, тормози уже, да? Заблокируй до конца. До А резины. тут до конца не получится. Как куда? Ну, пускай едет, остановится. Кербы сейчас осторожно, да? Кербы скользкие. Нет, куда? Этот участок сейчас скользкий. А почему у нас новый асфальт? Да. Не наезжай на кербы, да? Даже внутренним не наезжай. Ну как бы. Ну, хорошо. Перегазовки пока не научился, да? Пробую потихоньку, но как-то ногам места не хватает. Все время об этом бьюсь. Нельзя, да. Нельзя! Твоя ошибка, ты бросил тормоз и поворачиваешь руль. Я вроде не до конца его бросил. Все равно. Тормоза, конечно, грызут колодки. Какие колодки стоят у вас? Лодки Циммерман стоят. Циммерман. Вот хорошие, гоночные, они пока дольше всех держатся. Да. Даже ЕБЦ раньше ставили. И сразу какую скорость занес. Хорошо было. Не, ну понял со скоростью? Да. Да. Сейчас специально Валерий на зло красиво поехал, да? Да. А он, как всегда, не снимал в этот момент. Не, он уже уходил, да. Ты, в принципе, там уже, как только повернул налево, Да. сразу поворотник включаем. Так. Вот. Ну вот хоть один нормальный товарищ лупит. О! Дрифтеры поехали. Давай, Макс, не сдавай. Прокатимся?
Потом, ты по лестницам второй раз покачусь. Второй раз? Ну давайте второй раз. Второй раз, давай, давай. Машинки всякие тут болтаются. Да, болтает меня немножко там. По скоростям не отрабатываю. Чутка не отрабатываю по скоростям. Вот здесь вот особенно какая-то херня. Чуть-чуть надо вещей накидать. А то пацаны здесь расслабились. Чуть-чуть пацаны расслабились. Надо их... Как это сказать? Надо их чуть-чуть взбодрить. Чуть-чуть планчики подпортила. Вот. Вот она траектория, видели? Прощай, корветик. Не догнать тебе зетку. Ну, попробуй, догони. Отлично. Догоняем корветика. Ибо нехуй. Было прям близко. Рано тормозишь, братан. Рано. Не получилось.
Давай, догонять всех, давай. Вторая нормально. Бочком зашли в угол. Не помню, какая скорость, но вроде хорошая. Где корветик? Хочу его догнать. Вот он за поворотиком. Отлично. То, что надо, то, что я люблю. Спасибо. Мерси. Ага. Не, едем. Тут все хорошо, под контролем. 110 вроде получилось. Где корветик? Вроде корветик должен догнаться. Давай, корветик. Я для кого здесь исполняю, я не понял. Для кого Валера исполняет вообще, а? Как вообще, как орел. Для кого Валера исполняет? Где корветик? Падла, скрылся. Ну ладно. Осень, или же последний месяц всего сезона. Перед гонками мы заменили передние тормозные диски. Ребят напрягло сильное биение при торможении. Правда, к концу нашего дня новые диски стали издавать ровно такие же звуки. Но начать этот месяц мы решили 12 сентября в Эстонии, на старом добром Porsche ринге. Ну, мы начинаем наш заплыв. Мы начинаем, да. Вроде капелек уже мало на стекле. Сзади какая-то Porsche и М2. Пропустим. Давай пока на DSC ездить, чтобы смотреть, когда она мигает. Она все время бегает. Приглашаешь, значит? Опа. Держит, приколи. Плохо. Давление у нас сколько в покрышечках? Понятия не имею. Да? Должно быть стандартное 2,2. Тогда все в порядке. О, красота! Смотрите, как машина едет. Вот оно. Вильнуло. Не тормозит. Не тормозит? Нет. Ты просто морду не загрузил. Да я вроде старался именно аккуратненько, она сразу говорит, не-не-не, них. Зато мы его догнали, смотри, видишь, он виляет, а мы нет. Распрямляем. Николай учил. Николай учил, что очень скользкие поребрики, не надо на них наезжать. Да. Береги поребрики. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть поздно мне показалось, не? Чуть-чуть немножко, да, надо было пораньше. Кардос 3 секунды ускорился. Даже 4. Пора. Интересно, ты тут режешь. Сам в шоке. Больше. Так, где выход? Вон выход. Это уже интереснее. Я смотрю, тут хорошо вспахали. Глубже в апекс. Ее и так душила стабилизация. Пофиг. Если бы я повернул больше, ее бы стало больше сносить. Это что такое? Это мимо. Что это за пируэт? Опа. Даже на третий здесь скользит. Красивая лампа в кадре. Да, полюбуйтесь.
Да, красиво. Красиво. Понравилось. Полсекунды выиграл на этом маневре. Вряд ли. Что еще раз? Газпол можно ехать? Очень стрёмно, нет. Можно попробовать, но вряд ли хорошо получится. Там прям надо идеально траекторию тогда выберешь. Да. О, Макс. Мы ехали в поле. Было эмоционально, да. Да, Ой, тормозить же пора. там стена такая неприятная. Что происходит? Почему не затормозил? Опять все запорол. Ну ладно. Рассказывай, как ехать, Макс. У тебя хорошо получается. Полный газ все время. Ну, по сухому, да. Не, сейчас нормально будет. Это что такое за Это приколы? Это бордюрчик скользкий. Все равно, блин, сорвало машинку. Ну, вау, я ничего не делал, она сама это сделала. Что это было? Вот это вот. Руль ровно стоял вообще, ничего не делал. Как так получилось, Макс? Не знаю. Ну, возможно, она ехала на что-нибудь. Машинка. Поехали. Давайте уже гонять. Что-то пошло не так. Неплохо, неплохо. В газонокосилку сыграли. А я думал, зайдем в этот поворот. Опять не смог переключиться. Да что такое? Сцепление до конца выжил. Нет, нет, не делай это. Разгоняйся. Пожалуйста. Вон он едет. Хорошо идет. Вот, по-моему, идет. Вот он. Красавец. Это какие-то совсем хреновые локти. Ай-яй-яй-яй-яй. Никак не могу тормозить чуть-чуть заранее. Блин, это просто какой-то... Что это было вообще? Тормозим заранее. Задолбало. О! Нет, теперь здесь ошибка. То там, то сям ошибки. И здесь
здесь тоже заранее тормозим, чтобы без реверанса. И все равно сгасила скорость. Не понимаю. Пытаешься как лучше, получается как всегда. Здесь тоже заранее тормозим. Заранее. Насколько такое? Вообще как будто лед здесь. Вообще непонятный поворот, просто какая-то лють. Пицца, лайк. И улетаем в зеленку. Давай, машинка, едь. Нам нужно попасть в 47. Ну, типа 48,7. Что-то начало получаться в конце концов. Перестало получаться! Ну все, этот круг испорчен. Ну вот он приехал, чемпион-победитель. Вам будет еще одну секунду, ты отыграешь. Отыграл. Ну, еще 10 секунд до твоего рекорда. Не вижу препятствий. Ну, если снег не пойдет, то все получится. К вечеру. Да. Блин, как отыграть 10 секунд, я вообще не представляю. О, газ. Тормоз, газ. Третья. Синенького начали догонять. Еще сильнее ныряй. Стреляй. Мне кажется, надо было тебе чуть-чуть ее руль повернуть. Глубже в апекс. Ее и так душила стабилизация. Пофиг. Если бы я повернул больше, ее бы стало больше сносить. Повернул по газу. Я пытаюсь минимизировать срабатывание стабилизации. Это что такое? Это мимо. Что это за пируэт? Опа. Даже на третий здесь скользит. Когда газ поддаешь? Да. Ну, секунду отыграешь. Но можно сказать, что отыграл. Так уже получше. Да, но ты все еще не загружаешь ось. Переднюю? Да? Загружаю, да. Что-то у меня с этим упражнением плохо. А сейчас? Загрузил? Наверное, да. Это было, не знаю, сцепление вроде нужно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
начинает, потом опять тормозит. Скользко там. Покрытие разное. Ну, так оно ж не поменяется. Машина тормозит раньше. Там кто-то просто маселко разлил. Еще и газ сбросил. Василий, кто так едет? Не дали нам 48? 49-12. Типа финишный флаг я там видел мелькает. Кстати, после Эстонии мы решили скататься на картинг. Там тоже было много всякого прикольного. 18 сентября, перед последним суперлапсом сезона, наши друзья решили скататься на бикернике, чтобы освежить воспоминания, где мы размотали еще одну покрышку. Что-то поздно затормозил, может быть, пораньше. Будешь всем мешать? Ты прикольный чувак. Давайте, может, чуть-чуть расходимся. Немножечко. А я вашу за ногу. Что мы делаем? Ах, Суарик чуть не улетел. Отчаянный. Оба, красивые кадры. Хорошо камешком стекла не прилетел. Уже спасибо. Помедленнее, кони. Чуть помедленнее. Вот это оптимистично, конечно, чувак. Спасибо. Я немножечко вспотел. Это Subaru. Вот Макс. Воу, я падаю. Ой. Так, ну пора наваливать круги. До гонки допущен. Ну, как-то так. Какую-то лажу изобразил. Это, конечно, прикольчик. Получилось в итоге как-то вроде шустро. Попробуем на третий заезжать. Как Макс говорил. О! Вот это оно пошло. Вот это уже другой разговор. Большая скорость. Давай, машинка, делай это. Нормально залетаем. Надо догнать эту серенькую машинку. Крысу, так сказать. Чуть не впилились. Так, сейчас загружаем переднюю ось и на загруженной передней какая-то херня опять получилась. Блин, все потерял все время. Все, что выиграл,
Все потерял. Держись, машинка. Молодец. Но круг испорчен. Ну ладно. Тогда убейся остальных. Побесили. Ну, пропустили хотя бы. Так, гравий отсыпанул, в общем. Газонокосилку поиграл. Боком поездил. Какую еще херню сотворит Валера? И этот круг тоже у меня будет запоротый, получается. Нет. Все-таки да. Что ж ты поделаешь, Иван Васильевич? О, ну хоть здесь не вылетел. Машинка разгоняется хорошо. Ой, диски какой-то вибрируют. Сильно диски начали вибрировать. Ой-ой-ой, как я сильно улетел. Как я сильно улетел. Чуть-чуть загружаем. И на загруженном переде залетаем. Честно говоря, получилось ой-ой-ой-ой. Все-таки газонокосилка. Не рассчитал. Чуть-чуть, в принципе, переборщил. И она уже пошла. Ну как переборщил? Ну подержал газ в пол. Можно было и наполовиночку, конечно, нажать. О! Вот теперь я хорошо залетел. Теперь я красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй, Валерий Павлович, надо было на секундочку раньше. Честно говоря, так какие-то настроения были позитивные, порядок. И как-то оно само исполнилось. Ну! Опять! Что ж это такое? Всю обшивку оторву. О, Макс как учил, я так и сделал. И песня началась, песня. Но надо, конечно, побыстрее, все-таки третья здесь нужна. 2.58 пока не заезжаю. Все? Да ладно, вы гоните. Ну что это такое? Попробовали комплект легких кованых дисков. К сожалению, было темно и мокро, поэтому оценить по достоинству не получилось. Посмотрим, что у нас за чудо-покрышки такие. Что это за очередь? И что с ним делать? Не, ну чувак, не. Ощущение, что трек намок, а опять не захотела тормозить. И сейчас не хочет. Опа, очко. Зачем нам очко? Я не заказывал.
рассказывай, как по крыхе, как кайфанул. Сайлун огонь, как всегда. Да? Держит? Особенно задние, которые сточенные. Постоянно в задницу несло. Да? Да. Ну ты по дождю как раз поехал. Да, все как я люблю. Все классно. А куда ты там пропал? Тебя не было 2 круга. Был. Ты не улетал никуда, потому что я стоял, ждал. Но я был везде. Меня вот тут при выезде с горки в гравий выкинуло. А, понятно. Но я там почти не потерял. Дождик пошел. У-у-у. Так. Ну как, чувствуется что-то? Рассказывай. Ну, такое, как должно чувствоваться, знаешь. Не зря же все было. Да. Ну, вроде как оно чуть полегче, вроде чуть пободрее. На Децл, да? Да, надо потом телеметрию посмотреть Да. на максимальные скорости и так далее проверить. Окей, ну глянем. Вот. Главное, что ты вернулся. То я переживал. Там, да, там было прям... Ночь, дождь, новые покрышки. Что может пойти не так? Было не переключать. Ай-яй-яй, вылетел чуть-чуть. Шуба. Давай, выставляйся, машинка. Вроде едем. Вроде едем. Давай, машинка, разгоняйся. Покажи, как ты умеешь. Ну,
пока так себе не впечатляет. Пока не впечатляет это дело. Ну, тормоза ничего такие, как бы цепучие, не оштраются, залетают хорошо. О, вот теперь я хорошо залетел. Теперь я красавчик. Ай-яй-яй-яй-яй, Валерий Павлович, надо было на секундочку раньше. Давай, машинка. Сотку не выдержал здесь в моменте, но зато никуда не улетел. И вот сейчас надо еще не улететь. Буду совсем красавчиком. Ой-ой-ой, давай, машинка. Справляйся. Спасибо. Не переключился вовремя. Обещают 3, а Макс говорит 2.58 здесь надо ехать. Молодец. Ну вот, 110 на выходе. Макс говорит 2.58 надо ехать. Попробуем? 2.58 ехать, что? Четвертую не стал я скидывать. О, хорошо выставились, но разгона никакого на четвертой. Что там по датчикам? По датчикам тоже какая-то фигня. Давай, машинка, едь. У тебя тут запасы еще 2 тонны. 2.58 приехали, как Макс попросил. Ну и вот, пришло время для закрытия сезона, которое произошло 27 сентября на треке Бикерники. Погнали, погреемся. Стабилизация как-то активнее сегодня. Наверное, Сайлом все-таки дает о себе знать. Больше тормозить надо было больше. Камешки закидал, конечно, извините. Ну что, Валера будет мной гордиться, я тоже так умею. Так, в этот раз поаккуратнее поедем. Вот только камушки лежат. Опа. Да. Сейчас мы потяну. Чуть надо было. Да. Еще, наверное, первый заезд не может быть. Что ж такое у меня сегодня, блин? Второй раз на одном и том же месте, а? Не хочу больше. Где-то на 70-ке вроде залетел. Так и дальше.
Если опять тихий час, гонять не захочется. Так, чуть не пропустили заезд. Как же так? Что это он греется? Долго на торможение держишь. Что у нас по итогу? Мы отлично провели время, встретили много разных хороших людей, многому научились, и каждый установил свой личный рекорд в своем зачете. А также было стерто 4 комплекта шин, сожжено много разных тормозных колодок, но спасительный рецепт был найден и прослужил до конца сезона. Кардинально улучшена подвеска, но из грустного Валера так и не догнал корвет. Всем спасибо, ну а мы пошли начинать подготовку к следующему сезону.